Да какого черта я здесь сижу? Здесь ничего не происходит. Ничего. Почему все самое интересное осталось в старых записях архива? Бессердечные убийцы, воры, не оставляющие ни следов, ни зацепок, ограбление банка. Все в прошлом. Чего ради я выучилась под насмешки парней в училище? Очевидно, чтобы загнуться в этой богом забытой дыре. Мисс Овертейдж, мисс! Что это с ним? Почему он весь в молоке и кровь? Ну, наконец-то что-то пострашнее доставших уже соседских ссор. Вот оно дело, которое по-настоящему меня прославит. Джеймс, возьмите себя в руки. Нам нельзя медлить. Что произошло? Но, мисс, случилось убийство. В кабаре? Серьезно? А этот Джеймс не так уж прост, оказывается. Как это место разврата только умудрилось появиться в этом тихом городке? Мелисса, ты же только утром называла этот городок дырой. Джеймс, милый и добрый молочник, при свете божьего дня что-то делает в притоне. Вы вообще можете мне это как-то объяснить, будьте добры? О, мисс, это не то, что вы подумали. Я всего-то навсего встретил мисс Доркис. Вы же наверняка знаете ее. Знаю, Джеймс, знаю. Но это все еще не объясняет, по какой причине столь скромный юноша оказался в столь странном месте. Ну, я встретил мисс Доркис на улице, как раз возле этого злосчастного места. Она любезно поздоровалась, я спросил о здоровье ее прихоравшей матушки, а затем леди предложила подождать ее пару минут. Она бы сбегала за кошелем и купила бы парочку оставшихся бутылочек молока, которые я не успел продать, как раз для ее матушки. И я остановился ждать ее, но время шло, прелестная леди все не возвращалась, и я забеспокоился. Ведь мне еще нужно было вернуться домой к обеду, чтобы успеть закончить дела на ферме. Я все же прошел внутрь, поинтересовавшись у местного бармена. Нет, ну право, не думайте про меня такие ужасные мысли. У вас же все на лице написано. Знаю его лишь потому, что он часто заказывает на дом молоко, а не потому, что тут напиваюсь с этими пропащими. Послушайте, мне нет дела до того, знаете вы бармена или нет. Что случилось с мисс Доркис? Ее убили! Что? А почему ты сразу мне не сказал, что это ее убили? Но вы... Воровка мужских сердец и добродушная хохотушка. Кто ж тебя так? Очередной любовник? Так, что тут у нас? Вязальная спица? Прямо в сердце. Вот тебе и стрела Амура. Это визитка на ней, что ли? Вы настолько обнаглели уже? Карта для покера. Кажется, я что-то припоминаю, в архивах читала. Джеймс, уходи отсюда и позови Корнера и его помощницу. Живо! «13 лет назад маленький город потрясла серия странных убийств. Сэр Арчворс, на тот момент шериф города, уволился после того, как не смог расследовать убийство своей семьи.
Страшный пожар. На первый взгляд банальный несчастный случай, но оказалось, что дело было именно в предумышленном поджоге. На месте преступления была найдена игральная карта с черной лошадью. Получается, мне не показалось, что я уже читала где-то про эту карту. Тогда произошло еще несколько преступлений, но жертвы не были связаны ни друг с другом, ни с пострадавшим шерифом. Но получается, что несмотря на такую серьезную улику и связь между преступлениями, такой профессионал не смог отыскать убийцу? Я не верю. Он должен вернуться и закончить начатое. Я уверена в этом. Уважаемый мистер Арчфордс, пишет ваша преданная поклонница, а также коллега мисс Овертейдж. С прискорбием сообщаю, что на ваш родной город вновь опустилось облако гроз и печали, а именно убийство. Прошу, не спешите сворачивать письмо, так как я уверена, заинтересованность в этом деле вы будете иметь нешуточную. Была убита молодая девушка, а рядом с ее телом обнаружена игральная карта с нарисованной черной лошадью. Я, как гражданин этого города и новый шериф, умоляю вас немедленно приехать в Нью-Орси для дальнейшей неоценимой помощи касательно этого дела. Постскриптум. Боюсь, только вам под силу завершить этот круговорот кошмаров, который, увы, не завершился 13 лет назад.